Это Али, он бакинец. Это Махир, он талыш. Это Эрна, одна из 10 тысяч представителей народа Уди. А это Игорь. Долгое время он работал в Москве, а сейчас релоцировался в Баку. Это Ваня. Он родом из малаканской деревни Ивановка. А это Хаджибала. Он живет в Хыналыге, самом высокогорном селе Азербайджана, у которого свой уникальный язык и история длиной в 5000 лет. Все эти люди разных национальностей, но все они представляют одну страну – Азербайджан. Ну, кроме Игоря, конечно, он тут просто на удаленке. Путешествовать по Азербайджану довольно просто. Страну можно сравнить с ладонью, 5 пальцев которой указывают на 5 разных направлений. Первый палец – это дорога на Ленкорань, южный почти тропический регион, который славится в основном своим сельским хозяйством. Указательный палец указывает нам на Нагорный Карабах, но поскольку это место де-факто подконтрольно Азербайджану уже больше 30 лет остается зоной военного конфликта, у нас, увы, посетить Карабах не получится. Средний палец – это дорога на Генджу, здесь расположены горные озера и лечебный курорт Нафталан. Безымянный палец. Здесь расположено, пожалуй, самое большое количество достопримечательностей. Это ремесленный поселок Лагич, село Малакан-Ивановка, село Кавказской Албании и прекрасный город Шики. Ну и мизинец. Дорога на север в сторону России. Здесь в основном смотрят Губу и горное село Хыналык. Ну а поскольку Баку от нас никуда не уедет, и про этот город мы обязательно расскажем чуть позже, предлагаю сразу отправиться в поездку по стране. Я долго думал, каким способом это сделать. Хотел взять внедорожник, но ребята из сервиса аренды сказали мне: дружище, зачем тебе Land Cruiser? У нас почти все дороги асфальтированы. Будешь только жечь лишний бензин. Возьми Chevrolet Malibu. Собственно, вот. Ну что, гедач? То, что Азербайджан – страна контрастов, понимаешь сразу же после выезда из Баку. Если в столице дорожное движение выглядит вот так, то за городом чувствуешь себя максимально свободно. С такой же скоростью меняются пейзажи и климат. Гипнотические полупустыни всего за пару часов превращаются в зеленые закавказские хребты, а припекающее даже в апреле Каспийское солнце вытесняет густой туман и холод. Мы в Швейцарии, но в азербайджанском. Именно так называют местные жители озеро Нагыргөл. Конечно, все сравнения Кавказа и Альп немного клишированы, но земли вокруг Габалы действительно напоминают Альпы. Мягкие зеленые горы, куча коров, не таких, правда, фотогеничных, как в рекламе шоколада, красивые рестораны и, самое главное, цены на бензин. 95-й в стране, земля которой буквально пропитана нефтью, стоит ровно 2 маната, то есть около 100 рублей. И почему-то он в 2 раза дороже, чем 92-й. И хоть страна официально перешла на эко-стандарт Евро-4, запретила ввоз машин старше 10 лет, а в аэропорту и у дорогих отелей туристов встречают настоящие кэбы, самая популярная ласточка в регионах по-прежнему наши родные «Жигули». Свадебный кортеж из «Жигулей» вашему вниманию. Как вы думаете, скоро они разведутся? Надеюсь, что будут долгой и счастливой жизнью. А теперь вернемся к природе. Самый популярный маршрут для ее любителей лежит через города Габала, Шики и Гах. Например, возле села Ликит находится один из самых любопытных водопадов Азербайджана – Мамырлы. Он совсем небольшой, но главная фишка этого парня заключена в названии. Мамырлы переводится как «поросший мхом». Признаться, к поездкам на водопады я отношусь скептически, главным образом потому, что вне сезон они всегда обезвожены. Но благодаря своей особенности Мамырлы даже в апреле выглядит симпатично. К тому же еще на подступах к деревне меня ожидало то, что станет для меня главным открытием Азербайджана. Я говорю о бесконечном, вот правда, бесконечном общении с людьми. Это Руфат.
Когда я заезжал на парковку, он предложил проводить меня к водопаду, дорогу к которому частично облагородил он сам. Например, смастерил вот эти перила. А сколько вам лет? 63. 63. Да. А сколько вы раз ходите вот так вот туда-сюда 7-8 раз в день? в день. То есть это километров 15? 1 километр сюда, 1 километр обратно. Вы поэтому в такой хорошей форме, да? Конечно. Кроме того, Руфат оказался поэтом, и всем гостям, посещающим Мамырлы, он посвятил отдельные стихи. Hem ayımdan, ulduzumdan, hem oğlumdan, hem kızımdan, benim büyük Kafkazımdan Moskvaya salam deyin. Bu zirveli dağlarımdan, hem bahçamdan, bağlarımdan, mamırlı bulaqlarımdan Moskvaya salam deyin. Hem obamdan, hem elimden, hem gölçemden, hem gülümden, cah vuran bülbülümden Moskvaya salam deyin. Əsasən bil yerimdən, Lakit çayda bu selimdən, Rüfət deyər bu dilimdən, Moskvaya salam deyin. Moskva привет скажи. К слову об общении, за 2 недели поездки я познакомился, наверное, с 5 десятками людей. В Москве такое происходит, дай бог, за год. Азербайджанцы очень общительные. Опознав в тебе иностранца, а это работает в 100% случаев, сразу же спросят каноническое «Сам откуда?». Всегда предложат помощь или пригласят в гости. Кстати, Азербайджан – первая страна, в которой я встречал вывески Яхши Йол, то есть счастливого пути, на выезде практически из каждой деревни. Даже русские писатели, которые путешествовали по Кавказу, по Востоку, они выделяли народы, которые населяют Азербайджан, как один из самых мягких, наименее кровожадных, наименее воинственных людей. Это ощущается на самом деле на каждом шагу и в архитектуре бакинской, в его эклектичности и в людях, в их взглядах на жизнь, в их ментальности. Общение всегда проходит без лишней навязчивости и напряжения, а на максимальном расслабоне. И даже если твой собеседник не знает ни слова по-русски, это не проблема. Вас как зовут? Меня Саша. Maşallah, ay Allah saçamın gibi. А вас как? Вас как? Telli. Telli nene. Телля, да. Telli nene. Lipa. Что это? Lipa. Липа. Ay sana. А для чего это надо? Чай? Bu çay, çay. Bu kibrit. Чебрец. Угу. Cersen. Собираете здесь, да? Özüm olarak. А вот это что такое? Вот это? Bu da atkı lazım. А я угадал, видимо, да. А это? Hediyeler. Это ребенок. Bu ne? Дайте мне вот эту вот штучку, вот эту. Давайте я возьму. Gel. Вот. Вот так. А то, не дай бог, Maşallah. нам Maşallah. еще фильм снимать. Теперь мы под надзором азербайджанского, не знаю чего. А что это? Нут какой-то или что-то? Что это такое? Это что? Как называется? Atkı lazım. Не, а что это такое? Это что? O Что за растение? Ha o Как называется на вашем языке? özüm. Эзим? Özüm. Эзим? Tabii, tabii. Табить. Топтать. Чтобы топтать всех. Arjinam. Важная мудрость, которой поделился таксист с нами в Баку. Ну, и так понятно, что дорожное движение здесь своеобразное, вот, но как бы есть лайфхак такой. Покупать самую крутую машину. И топтать, да? И если у тебя будет крутая машина, ты будешь топтать. Вот в бакинском словаре есть такое слово «топтать». Но это только в бакинском. В бакинском мировоззрении топтать ты можешь только на дорогой машине. Если ты уезжаешь из Баку, то ты можешь топтать, если у тебя, да, характер такой, что ты можешь топтать. Ты можешь топтать траву только. У нас он сейчас на копейке. Нас оттоптал. Нас затоптал на копейки какой-то друг. Оттоптал нас. Будете в регионах, топчите аккуратно, друзья. Топчите внимательно, иначе вас могут затоптать. Нормально он его помял. Затоптал, и вот результат. Хотел затоптать его и не затоптал.
Машина затоптал. У нас самое вот страшное, вот эти вот перед вами едет. Приусы, да? А вот береги себя от них. Мне уже сказали, да, что приусы это самое опасное. Почему? Молодые ребята без работы, они сутками работают. Поэтому вот посмотри, на каком виде машина, вся машина битая. Угу. И работают они, значит, за сутки они получают 20 А тысяч приусы манат. это что? Американские, да. Имеется в Модель виду Toyota, таксист? да. Это такси, да, получается? Ну, в основном приусы? такси, да. Они же на этом по гибриды, да, они. Ага. Экономные, поэтому. На них запчасти здесь копейки, смешные цены на запчасти. Очень оригинально. Встать в позу Ван Дамма возле таблички Ван Дам, скажете вы. И вы были бы абсолютно правы, если бы Жан-Клод Ван Дам действительно не приезжал в Азербайджан, не был бы в деревушке Ван Дам, название которой переводится как «ясеневая крыша», и ему бы не поставили здесь памятник. Азербайджан, ты меня удивляешь. Для того, чтобы понять, насколько все запутано с историей Азербайджана, достаточно взглянуть на названия городов. Вот, например, Шеки. Этот город, известный как минимум с 8 века до нашей эры, как только не называли. Шакашена, Сакасена, и в этом названии мы видим отсылку к ираноязычному названию племени скифов – Саки, затем Шака, армянская Шаке и вот, наконец, Шеки. Судите сами, в разное время этот город принадлежал Албании, Армении, Арабскому халифату, Кахетинскому царству, затем был столицей Шекинского царства, Шекинского государства и Шекинского ханства. Ну а современный Шеки, который построили уже в другом месте после разрушительного наводнения, пожалуй, самый туристический город Азербайджана. Ну, как туристический? Если выехать из Баку в апреле, складывается ощущение, что туризма в Азербайджане не существует. Скучающие по кошелькам туристов продавцы сувениров, скучающие по рукам туристов коты, которых явно больше, чем туристов. Дома. Да. Да. Вот и заурчало. Ну а для нас такой расклад идеален. Гуляешь себе по витиеватым улочкам, любуешься на роскошные ханские дворцы и караван-сарая. И по традиции общаешься с местными. На языке жестов, конечно. Просто человек подошел ко мне, поздоровался, пожал руку, сказал: сфоткай меня. Посмотрел на фотку, сказал, что она крутая, пожал мне руку. И все. Жизнь. Шеки не только находился на Великом Шелковом пути, но также стал одним из крупнейших и старейших за пределами Китая, наряду с Ферганской долиной в Узбекистане, центров по производству шелка. Шелковый экспорт был одной из основ шекинской экономики, и даже пишут в некоторых источниках, что с окрестных горцев во времена Российской империи шелком собирали нечто вроде ясака. В составе Российской империи шелководство перешло на промышленную основу. Местные предприниматели возили шелк на Нижегородскую ярмарку знаменитую, а в 1861 году братья Воронины даже вывели шекинский шелк на мировой уровень, построив здесь, в Шеки, одну из крупнейших в мире шелковых мануфактур, и даже завоевали бронзовую медаль на Всемирной выставке в Лондоне. С распадом СССР местные производства быстро захерели, и промышленный уровень шелководства быстро сузился до кустарных промыслов. В 2005 году шекинский комбинат, правда, возродили, но уже в куда меньших объемах. Да и в фирменном магазине при фабрике достаточно высокие цены, поэтому ищите изделия из шелка на базаре и в фирменных магазинчиках небольших. Ну и к тому же там охотнее торгуются. Азербайджан – страна, которая славится торговлей. И торговаться здесь в магазинах – это не зазорно, а скорее почетно. Поэтому смело это делайте. А сейчас я вам подскажу волшебное слово, которое поможет сэкономить денег. Простите, а где купить шекинский калагай? Клубника. Сладко? Да. Да? А туфли есть? Туфли. Вот, туфли национальные. Наверх. Наверх туда. Да. Шелковый. Есть же, да? Правильно пишу-то? Дай мне, пожалуйста. Давайте, пишите. Чарван. Ты озадачила весь рынок этим вопросом. Сколько стоит? Расман. Бахалы. Это бахалы.
Handa mate. Бахалы. Bunun üstünde istəyəsən. Bir də var bunun 45 бахалы совсем. 40 manat axır qiyməti. 2 dənə qalıb. Bax bir o qalıb, bir bu. Сколько стоит? Сколько стоит все? Весь магазин сколько? Красиво. А сколько стоят такие инструменты? 150 манат, 130 манат там. Очень бахалы. А? Очень бахалы. Как пока? Бахалы. Бахалы? Бахалы. 120. Все равно бахалы, но очень красиво. Бахалы. А канджаты 110 манат, возьми. 110. Да я играть не умею, вот в чем дело. Я бы и взяла, Маленький есть. конечно. Подумать меня на маленьком. Маленький. Вот. У вас такая татуировка. У меня просто тоже они есть. Кавказ. А ручная где? Ручная вот есть. Тоже пахалы. Бахалы. Быстро с тобой смирились. Тоже бахалы. Бахалы. А сколько? 60 манат. 60 манат. Это бахалы. Сколько? 102 манат. 102 манат. Бахалы? Виден у вас бахалы. İki manat da hanım. Тут торговаться нельзя у вас на заправке? Нет. Точно? Может, поторгуемся? 100. Азербайджанский манат немногим мельче доллара и евро. Вместо копеек гяпик, очень созвучное, кстати, с русскими копейками слово. И, кстати, если вам показалось, что дизайн этой валюты немного напоминает евро, то вам не показалось и не немного. Дело в том, что ее разрабатывал тот же самый австрийский дизайнер Роберт Калина, который разрабатывал евро. Короче, не заморачивался парень. Сколько? Еще раз. Bax, 10? bu biri 10 manat, bu 6 manat. Ну, Bunlar бахалы, ну, бахалы. Ну, Materialı axı super bahalı material. Axı bax da. вот этот ковер идеально подойдет любому человеку, который снимает квартиру в Москве по габаритам. Вот. Мы думали тоже привезти большой ковер, а потом я вспомнила, что у нас только такой подойдет нам. Ну вот мне сказали, что есть немножко побольше, вот такой. Это Маленький есть. идеально для нашей Очень спальни, красивый. например. Вот за 30 возьму сразу. Это надо без злости делать, как-то вот, ну, по-душевному. 30. Все равно 30. Красиво, да. Очень красиво. За 30 вообще манат очень красивый платок. 33, да? 32? Мы ждем. Мы ждем. Хорошо. Хорошо? Вот, класс. Все, берем платок. Берем платок. Спасибо большое вам. 10 белый Да, беру. да. Все, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. А сколько с меня? 2 манат. 2 манат. Ну нет, ну за 2 манат торговаться не буду, правда. Есть еще одна вещь, за которую торговаться точно не стоит. Я говорю о качественном жилье. Думаю, для многих очевидно, что сегодня мы покупаем не просто квадратные метры, а инфраструктуру. У нас довольно простые желания. Мы хотим жить вблизи от цивилизации и при этом дышать свежим воздухом. Мы хотим выходить во двор, не похожий на парковку. Мы хотим не ждать лифт по 5 минут, когда же он наконец спустится с 20-го этажа. И мы хотим не бояться отпускать своих детей на прогулку. Ребята из E-Development строят жилые кварталы, максимально отвечающие всем этим потребностям. Их проекты в Москве и Питере действительно напоминают дома мечты. В выпуске про Сестрорецк я уже показывал вам квартал «Мир внутри» прямо на берегу Финского залива. А сегодня хочу рассказать про точку отсчета. Этот клубный дом бизнес-класса находится на Рублево-Успенском шоссе всего в 10 километрах от МКАД. Но вокруг старые подмосковные дачи и высоченные корабельные сосны. Четырехэтажный авторский дом аккуратно вписан в окружающий ландшафт. Внутри светлые просторные квартиры с 3-метровыми потолками и панорамными окнами. А дополняют всю эту красоту подземный паркинг, уютные закрытые дворы и традиционные для жилья такого класса пространства – ресторан, магазин и отдельный клубный этаж для работы и отдыха. Да, и забыл упомянуть, что квартир в доме всего 80, и большинство из них уже проданы, поэтому скорее переходите по ссылке под этим видео и выбирайте себе квартиру мечты. А мы возвращаемся в Азербайджан. Вот это вот, друзья, никак не огурец, как вы привыкли называть. Это на самом деле бута.
Бута – это традиционный азербайджанский символ, который встречается очень часто здесь. Ходят споры, что же это такое на самом деле. Каждый видит свое, но считается все-таки в основном, что это языки пламени, а никакой не огурец. Поэтому, друзья, если ваша девушка будет говорить вам, что вы огонь, возможно, это просто у вас рубашка такая. Бута в Азербайджане встречается не только на сувенирах и керамике. За 2 недели поездки мы находили забор в форме буты, плитку в форме буты, отельные принадлежности и номерки в форме буты, девичью башню, которая сверху тоже выглядит как бута, и даже остров посреди Каспийского моря в форме буты. Что касается ковров и платков, то ими, несмотря на дороговизну, сегодня мало кого удивишь. Но в Шики делают ковры не только из шелка, но и из стекла. Это шибике – собратья европейских витражей, которые можно встретить во дворцах и мечетях по всему Азербайджану и даже в Иране. Вот только здешние мастера, в отличие от западных, умудрялись вставлять стеклышки в деревянные рамы без клея. В некоторых шибике на 1 квадратный метр приходится 14 тысяч кусочков дерева. Представьте, 1 сантиметр детали надо 7-8 процессов сделать, чтобы было готово. И здесь на 1 миллиметр ошибка будет, не получается. Вот все это мы там пинцетом собирали. Угу. Вот стекла тоже маленькие, очень маленькие. Видишь? Я бы никогда не понял, как это собрать, Да. если бы вас рядом не было. Этот блок 15-20 дней пару, чтобы оттуда смола вышла. Но когда выходит эта смола, это долго сохраняется, не сгибается, и у дерева появляется эластичность. Потом замыкается. Сюда деревянный клин вставляем, насквозь. Видишь? Ой. Очень. Очень смело так. Да. Дорогие друзья, если вы не знаете, что подарить своему ребенку на день рождения, подарите ему вместо конструктора шабике. Да, Он вот. будет счастлив. У нас есть маленькие сувениры, Вот. которые... А сколько стоит такая штука? Это 40 манат, Маленький. да, это 60 манат 60 минут. Ага. и так далее. Ну, понятно. То есть, бахалы. Но за это, наверное, не торгуются. Нет, почему? Уступку сделаем. Уступку. Вот. Даже здесь. Сделаем. Даже в шабике. Да. Если вы будете в Шики, то обязательно нужно попробовать местное блюдо, которое называется пяти. Вот здесь его все советуют, оно есть только здесь, и считается, что это одно из самых крутых блюд азербайджанской кухни. Вот, и у него очень специфическая подача, сейчас я объясню, как это делать. Нужно сначала взять лепешку, размельчить ее, покромсать, кинуть в тарелку, залить бульончиком, а после этого вот эту оставшуюся, нут, мясо и все остальное, то, что осталось в горшочке, нужно размельчить вилкой и есть отдельно. Сначала вы едите хлеб с бульоном, а после этого едите как бы второе, то есть измельченное мясо с нутом. Это очень вкусно, но это довольно жирно. Так что я думаю, что, может быть, женская половина будет немного смущена количеством жирности, но очень вкусно, и за счет сумаха она немножко кисловатая, такая, с привкусом. Вообще шикинская кухня довольно специфична, это касается и пяти, и, например, нетипичной по сравнению с другими регионами пахлавы. Что до азербайджанской кухни в целом, это, пожалуй, главное, почему я скучал, монтируя этот выпуск. Нежнейшее мясо и люля, свежие овощи, мягкие лепешки – основа этой кухни в простоте и идеальных пропорциях. Чем более примитивнее блюдо, тем оно правильнее, вкуснее, потому что хороший кусок мяса не нуждается ни в какой маскировке. И ни в каких там соусах каких-то там, под такие гранатовый соус, кизиловый соус. Если мне нужен соус, я попрошу официанта, что он мне принес отдельно. Надо будет, я полью. Не надо там повару заливать этот кусок мяса. Я хочу его видеть в первозданном виде. Мы конфликтуем за люля. Смотрите, друзья, в Азербайджане люля найдется для всех. Вот у меня люля из баранины. каждому люлей. А у тебя что за люля? У меня люля из орехов. Хотите сахар, хотите толстеть постоянно, вы можете последовать за Клеопатрой. Я предпочитаю
настоящее вкусное кавказское мясо. Ну, выглядит очень похоже прям. Барашки, которые у нас здесь культивируются, они имеют отменный вкус, нежность и аромат. Так что с удовольствием ее ешьте. У нас ее кушают и те, кто говорили «я не кушаю». Рестораны и их персонал отвечают кухня. Большинство мест лишены какого бы то ни было пафоса. А вот цены в зависимости от туристической популярности могут отличаться в 2 или даже в 3 раза, хотя на качестве еды это не сказывается примерно никак. Помимо шашлыка, омлета или мангал-салата есть и более замысловатые блюда, например, долма или кутаб с верблюдом. А вообще кутаб с верблюдом это нормально или это редкость большая? То есть я Нет, это не каждый день, но тут по праздникам. В общем, кутаб с верблюдом. Я немножко удивлен. Ну, это азербайджанский чебурек, я вам так скажу. Прям вот мясо, как будто мясо чебурека. Верблюд, мне кажется. У нас чебурек с бараниной почти так же выглядит. Вкусно. И надо обязательно его... Гатых? Гатых? Гатых называется. Гатых? Гатык. Это гатык. Это мацони, дзадзики. На самом деле одна история. Вот вкусно. Вот. Вот таким образом. Посмотрите, замечательный суп душпара. Он имеет много свойств, он даже воспитывает женщин, потому что размер пельменей – это родственник русских пельменей. Там 2 главных отличия. Во-первых, подается в бульоне наваристом, и второе, в одну ложку должно помещаться не менее 8 штук. Представляете, на всю семью налепить столько пельмешек. Поэтому наши женщины всегда при деле. И у них просто нет физически времени думать о ерунде или заниматься ерундой. Кроме моей жены и моих 2 дочерей. Я свою жену не проверил. А вообще-то надо было бы проверить, я думаю. Хорошая хозяйка именно должна уметь налепить душпару, чтобы помещалось не менее 8 штук в ложечку. Тогда на такой можно жениться. Но уже поздно пить боржоми, как говорится. Мне, во всяком случае. Можно вечно говорить про азербайджанскую кухню, но не меньше внимания я бы уделил чаю. Чай – это здесь какой-то просто национальный, я не знаю, символ. Чай везде, чай в любой чайхане, в любом ресторане, в любом кафе. Чаем начинается любой прием, чаем заканчивается любой прием. Постоянно пью, без чая невозможно. Постоянно. Сидим, разговариваем, как немцы пиво пьют, мы тоже чай так пьем. А немцы же не как русские, взял бокал, стакан запил. И чай здесь пьют, как правило, из таких стаканов, которые называются армуд. В Турции их называют бардак, если не ошибаюсь. Форма одна и та же. В переводе с азербайджанского армуду означает груша. И у этой формы есть 2 объяснения. Одно романтическое, другое физическое. Значит, романтическое заключается в том, что этот стакан напоминает по форме женскую талию с красивым пышным бюстом и красивыми бедрами. И дело в том, что в Азербайджане очень много внимания уделяют женщинам. Здесь всегда женскую красоту ценят. И поэтому, наверное, она перетекла вот в форму стакана. Не, это вранье, это по женщине Бога. Это женская, это фантазия, может быть. Женщины все хотят на свое имя это перевести. Мне такого мы не слышим. Мне 69 лет, и я не слышал про женщины там что-то. Причем за чай и женщины, это, понимаете. А механическое объяснение очень простое. Дело в том, что вот здесь чай остается максимально горячим долгое время, а сверху, наоборот, вот у этого расширения он не обжигает губы, и вот здесь оставляют еще по паре сантиметров. Это называют место поцелуев. Ну и нужно это для того, чтобы сидеть долго с одной чашкой чая. Это у нас в России пьют какими-то ведрами, да, из самоваров, хотя самовары, кстати, в Азербайджане тоже есть. А здесь пьют долго, здесь берут, наливают себе один стакан и тянут его там в течение получаса. Поэтому и нужно, чтобы он оставался таким горячим и сохранял свои свойства. Ваша концептуальная ошибка в том, что вы считаете, что чай должен быть темный и крепкий. Чай должен быть именно вот такого цвета, светлого. То, что мы сегодня пьем, это большей частью краска, это красители. Насчет остывания, честно говоря, я на этом не зацикливался. По-моему, стакан все равно маленький. Допустим, там наверху остыло, а внизу что-то еще осталось. Это тоже может иметь роль. Я не могу
точно сказать, так это или нет. Наверное, по физическим законам это так и есть. Но другое дело, его очень удобно держать в руке. Вот самая объяснимая, максимально практичная вещь. И это культура, которая распространена не только в Азербайджане. Она и в Средней Азии, у узбеков она тоже достаточно широко распространена. Например, в одном из этих чайхан покойный выдающийся композитор Узейр Гаджибеков, который поставил на сцену впервые на мусульманском Востоке оперу «Лейля Маджнун», он с друзьями зашел в чайхану. И когда они беседовали, он услышал, кто-то мурлыкал себе под нос песенку какую-то. Он с соседнего стола увидел мужчину и начал прислушиваться. Ему очень понравилось, как тот человек поет. И потом он подсел к нему, а в то время запрещено было женщинам выступать вообще на сцене. А ему же нужна была женщина, которая будет петь, играть на сцене роль Лейли, возлюбленной Меджнуна. Поэтому он предложил этому бакинцу сыграть роль, но он отказывался, конечно, но Узейр Гаджибеков обещал ему, что об этом никто не узнает, его загримируют. И таким образом первую женскую роль на сцене сыграл мужчина. Если вам кажется, что памятник Ван Дамму самый странный в Азербайджане, то мы нашли ему конкурента. Это памятник Туру Хейердалу, норвежскому мореплавателю и путешественнику. Что же он делает в Азербайджане, спросите вы? Дело в том, что Тур Хейердал на старости лет увлекся историей, стал выдвигать альтернативные исторические теории. И в частности, он считал, что скандинавские боги – это на самом деле не боги, а люди, и это потомки кочевников асов, и именно они принесли на север цивилизацию. Поэтому их прародину Асгард Хейердал искал то в Азове, то в Азербайджане, родословную Тора возводил к тюркам, а родословную Одина к удинам. Научное сообщество, конечно, раскритиковало теорию Хейердала в пух и прах, но именно здесь, в селе Киш, в начале нулевых годов благодаря Хейердалу работала азербайджанско-норвежская археологическая экспедиция, которая, кстати, установила, что вот эта албанская церковь 1 века, которая напротив памятника находится, на самом деле не совсем албанская и не совсем 1 века. Археологи предположили, что ее построили в 12 веке православные грузины. И в целом, если хотите увидеть действительно древний храм, поезжайте в село Кум, недалеко от Гаха. Здесь находится действительно древняя базилика, по меньшей мере 6 века. Еще раз для закрепления. 12 век, 6 век. Беши Москвинахон конахотун харио, беши ныже, шотогон удугой барадан, албан хой барадан, кинотун запе, геля кашен канало беранан. Я тоже ничего не понял, как и вы. Что-то было про Москву явно. Но это, наверное, призыв подписаться на канал. И еще это значит, что мы открываем новую важную тему. Мы сейчас услышали с вами удинский язык или язык уди. И это один из самых малочисленных языков на планете. Удин осталось всего около 10 тысяч. И это значит, что мы открываем новую важную тему. Это тема Кавказской Албании. Мы приехали в село Нидж. Это единственное село, пожалуй, где вы можете увидеть концентрированно, как живут сегодня удины. Их осталось около 10 тысяч, это очень мало по всей планете. Они живут в разных местах, в России, в Грузии есть маленькое село, где они живут. Но вот Нидж – это, пожалуй, самое концентрированное место обитания удин. И здесь есть прекрасный удинский очаг, где можно остановиться на ночь, где есть прекрасный ресторан и не менее прекрасный музей, в котором нам сейчас расскажут, что же это за народ такой. Это этнографический удинский дом-музей, то есть дом, который построился около 250 лет назад. В этом же доме раньше жила одна удинская семья. То жил священник со своей семьей. Сам священник жил в 18 веке, а здесь они жили до 92 года. Удины в Азербайджане, как индейцы в США, жили здесь задолго до того, как это стало мейнстримом. Язык, который вы слышали в исполнении Эрны, принадлежит к нахско-дагестанской группе, да и внешне у удинов гораздо больше общего с народами Дагестана, чем с азербайджанцами.
Ну, больше всего на лезгинов похоже, так говорят. Многие так говорят. Удины не только в Азербайджане живут сейчас в настоящее время, а в России тоже очень много удинов. Больше всего там в шахтах, в Краснодаре, Ростовская область. У нас, так как в школе русский сектор, да, все знают русский язык, но дома все на удинском мы общаемся. Думаю, у многих на моих словах про Кавказскую Албанию или албанскую церковь возник вопрос, что это за Албания такая? Это древнее государство не имеет ничего общего ни с современной Албанией, ни с Шотландией, которую римляне тоже когда-то называли Албанией. Кавказская Албания появилась как союз 26 племен во II веке до нашей эры и всего за несколько столетий стала одним из самых мощных государств на Кавказе. А вы знаете, в марафонские сражения участвовали албанцы. 60 тысяч, это не шутка. Это не маленькая цифра. Что они тут отсюда ехали, тут на стороне персов воевали против греков. Пишет же, Страбон пишет, кто воевал против греков, какие племена. Там списки и мы. Значит, страна была мощная страна. Роберт Мобили – один из главных энтузиастов по возрождению удинской и шире албанской культуры. Он, кстати, работал вместе с Хейердалом во время тех самых экспедиций в начале нулевых. Он когда здесь вот эту церковь увидел, в плачевном состоянии был, тут это был зернохранилище и орехи здесь хранили. Он когда увидел это, он плакал. Он не знал же, что это была советская власть, тут коммунисты. А это комната священника, молильная комната. Раньше, так как не было церкви, люди молились в таких комнатах. Ну, точнее, была церковь, только не в рабочем состоянии, потому что в 1836 году албанская церковь была передана армянам. А удины, чтобы сохранить свою веру, свой язык, они поэтому не ходили в церковь, вот молились дома. То есть удины православные христиане. Удинов дали на растерзание. Часть приняла грузинскую церковь, они уехали туда, и сейчас в Грузии живут. Они дали, чтобы защищаться, они уехали туда. Часть приняла русскую православную церковь в Огурском районе. Они были, как себя представители русской православной церкви. А нас на растерзание армян, карабахских удин и вот эти так. Мы должны были раствориться в армянской церкви. И карабахские удины, те, которые албанские племена, они растворились в армянской церкви. Поэтому сейчас карабахские армяне вовсе не армяне. Справедливости ради отмечу, что в историю Кавказской Албании сегодня часто примешивается политика. Азербайджан утверждает, что армяне веками армянизировали древние албанские храмы, и на самом деле все окрестные монастыри и храмы, которые считались армянскими, на самом деле албанские. Пожалуйста, эти камни, знаешь, какую информацию носят? Такую информацию, которую невозможно стереть. Его можно переделать под армянской, под грузинской, под русской. Ну, камни-то показывают. Я был в Иерусалиме несколько раз, она ближе по архитектуре иерусалимской. В действительности о характерной албанской архитектуре говорить невозможно, потому что как государство Кавказская Албания перестала существовать к V веку, а к X его народы растворились среди более сильных соседей. Какие-то существенные отличия от армянских или грузинских храмов можно проследить разве что в той же Кумской базилике VI века. Но с подачи советского академика и идеолога Зии Буниятова азербайджанские историки, политики и религиозные деятели просто заменили корень «арм» на «алп». И не только в названии храмов. Например, армянский историк Мавсеска Ганкатваци в статьях упорно называется албанским историком Моисеем Каланкатуйским. А в азербайджанской статье про царя Урнайра на Википедии, в отличие от русской и английской версий, датой принятия христианства гордо указан 313 год, ведь Албания стала христианской еще до Армении. Искажение истории – занятие скверное, но если оно помогает не уничтожать древние памятники, то пусть хоть так. Что до удин, им такое положение дел тоже в плюс. Правительство, по сути, назначило их древним коренным народом, культурным правопреемником которого являются азербайджанцы. Что, конечно, немного абсурдно, ведь удины, по сути, это христиане-горцы, а азербайджанцы – мусульмане-тюрки. В остальном, с учетом глобализации, культурные различия стираются. Удины с детства знают русский и азербайджанский, свободно пользуются интернетом и уезжают учиться в другие страны. А предметы быта, похоже, скоро окончательно перекочуют в музеи. Это на деревьях вешается с обеих сторон, сюда вот наливают молоко и сильно качают туда-сюда. И сверху отделяют маслом. У нас был тур, я рассказываю детям. Один такой подходит, а не проще в магазине купить? Я говорю, это тоже правильно, проще в магазине купить. Община, она как бы спокойно отпускает, нет такого, что обязательно надо вернуться обратно, жениться там или замуж выйти за удин. Как вот? Нет такого, просто так как нас мало, пытаются как бы сохранить, но в любом случае бывает, так скажем, любовь. А вы планируете за удина выйти, за уди, правильно, да? За уди вы за уди, да. Замуж? Или вы все-таки подыскали себе там где-нибудь? Русского красавчика.
Не знаю, скорее всего, на Удина. А там как карта ляжет. Ну да, там как получится. Русские мужчины. Не, я так не скажу. Ну, смотрите, тут чисто математически сложно получается. Если 10 тысяч человек всего, выбирать будешь из 1000, наверное, мужчин, да, там. Да он сам найдет, я не буду никого выбирать. Кавказская Албания не единственный регион, глубоко пронизанный христианством. Если по невероятному холоду, дождю моросящему и общему русскому внешнему виду вы подумали, что мы вернулись в Россию, то это не так. Мы все еще в Азербайджане, но мы максимально близко к России, причем не географически, а культурно. Мы находимся в селе Ивановка. Когда наши ивановские сюда приехали, молокане, да, ну вот они как строили себе в России дома, тут стали строить так же. Народ трудолюбивый был. Они стали, во-первых, здесь заниматься тем хозяйством, которым занимались и на территории своей родины, то есть в России. Выращивали, в частности, пшеницу, ячмень. Молокане – одни из христиан-отступников, которых русская православная церковь объявила особо опасными еретиками. Для традиционного православия их положения были крамольными. Иконы крестного знамения не признают, церковь и всю иерархию отвергают. У нас нет такого, чтобы у нас были иконы какие-то, у нас нет крестика. У нас дом молитвы, мы собираемся в домах. Ну, дом, определенный дом, и мы по воскресеньям собираемся, там еще молодежное общение, спевки бывают у ребят. Мы иконы не верим, это, вы знаете, вот молокане, да, почему? Потому что, ну вот икона, кто ее нарисовал? Это же не сам Бог, да, потому что это творение рук человеческих. Бога никто не видел. Испытывая гонения, 200 лет назад молокане поселились в Закавказье и обрели репутацию русских протестантов. Вообще молокане живут не только в Ивановке, и если хотите лучше познакомиться с укладом жизни этой общины, посмотрите документальный фильм Дмитрия Фролова и Саглары Тюрбеевой. Мы же с этой целью зашли в Дом культуры. Монументальный зал на 700 мест с огромными люстрами говорит о прошлом села как нельзя лучше, а в отдельной музейной комнате рассказана вся история Ивановки. Например, если парень дружит с девушкой, хочет ее взять замуж, она дает ему согласие и дает ему в руки вот этот платочек. Он приносит родителям и говорит, что я вот нашел себе девушку, хочу на ней жениться. Это как типа знак согласия. Ваня учтет этот момент? Да. Как вы думаете? Нет, сейчас современным нет, сейчас у нас такого нету. У нас обручальное кольцо, вместо платочка обручальное кольцо мы даем. Ну, невесту я не отсюда беру, конечно, но из нормальной семьи. Ну, молодежь, она везде уезжает, ищет там, где побольше заработок, может быть, другие условия труда. Естественно, деревня отличается от города по своим, как вам объяснить, положениям. Во-первых, здесь у нас нужно работать на огороде, свое хозяйство. Ну, видимо, не всем, наверное, нравится. Колхоз наш упадки сейчас, зарплату мало платит, но люди стараются как-то. А колхоз существует? Существует, работает, но нужна помощь какая-то. Практически люди сейчас все сами по себе уже. Стараются как-то своим делом. Кто барашек, кто коров, кто там чем-то занимается, кто огород. Вот. С мусульманами, кстати, у молокан больше общего, чем с христианами. Помимо икон, здесь под строгим запретом свинина, алкоголь и табак. Миролюбивые азербайджанцы приняли молокан как своих и без проблем поздравляют даже с Пасхой. Они проходили нас поздравлять, а мы их одаривали, давали яички печеные. Ну, значит, они верят в нас, мы верим в них. А вот когда у них была ихняя Пасха, Навруз Байрам, то же самое, они нас угощали. Все вместе хором открывают дверь и говорят: «Христос воскрес». Молодцы. Несмотря на то, что 95% населения считают себя мусульманами, Азербайджан – одна из самых светских исламских стран. К соблюдению обрядов и постов здесь относятся свободно, а увидеть мужчину с длинной бородой или девушку в хиджабе довольно сложно. Азербайджан исповедует ислам шиитского толка, то есть принадлежит к 15% мусульманского меньшинства.
Чтобы понять все догматические различия, за которые в незапамятные времена сунниты и шииты рубили друг другу головы, вам придется поставить этот кадр на паузу, но важно другое. За 70 советских и 30 постсоветских лет Азербайджан, по сути, утратил религиозную идентичность. В информационном поле религиозные вопросы занимают одну из последних строчек, уступая место нефтегазовым достижениям или территориальным спорам с Арменией. Шиизм имеет и свои архитектурные формы. Азербайджанские мечети редко похожи на турецкие. Они довольно приземистые и зачастую отделаны кирпичом. Одно из ярких исключений – старейшая в стране джума-мечеть 8 века в Шимахе. Она пережила сразу несколько землетрясений и восстановлений, включая последнюю реконструкцию 2013 года. Что мне нравится в Азербайджане, что почти все здания строят из вот такого песчаника, его здесь называют аглай. Очень универсальный материал, теплоизоляция, прочность, разные свойства. Зимой не холодно, летом не жарко. И еще самое главное, что можно делать всегда вот такой декор, потому что этот материал мягкий, он достаточно пористый. И это придает, конечно, какую-то изюминку всегда архитектуре Азербайджана. Несмотря на светский образ жизни, в Азербайджане довольно много священных мест. Только становятся ими, как правило, не мечети, а пиры. Эти своего рода мавзолеи в разное время возникали вокруг захоронений известных богословов, ученых или целителей. Один из таких пиров находится недалеко от Баку в местечке Шувелян и вырос вокруг могилы целителя Мир Мавсум Ага, жившего в начале 20 века. Этот святой перенес детский паралич и практически не мог ходить, за что в народе его прозвали «человеком без костей». Мир Мавсум Ага обладал особой энергетикой, позволявшей исцелять болезни и исполнять практически любое желание. К его дому в старом городе Баку стекались тысячи паломников любых национальностей и веры. После смерти Мир Мавсум Ага паломники стали приезжать на кладбище, а в 90-е вокруг могилы построили мавзолей и мечеть. Стены внутри усыпаны тысячами зеркальных стекол. Подобные мавзолеи можно встретить только в Иране, и выглядит это зрелище просто невероятно. Каждый день паломники приезжают сюда, чтобы помолиться, избавиться от болезни или просто о чем-то попросить. Считается, что если обойти 3 раза вокруг могилы, любое желание исполнится. Все гости привозят с собой конфеты или пахлаву. После совершения обряда сладости нужно обязательно раздать другим паломникам. По пути к этому мавзолею вы увидели много загонов, где продают барашков, и иногда даже можно встретить места, где продают коров. В исламе приветствуется как минимум 1 раз в год покупать и приносить в жертву барашка, а мясо раздавать малоимущим. Мы, современные люди, мы особо не зацикливаемся на том, чтобы находить таких людей, но это большой грех для нас. Даже те люди, которые просто называют себя мусульманином, но не живут по мусульманским канонам, и даже они с охотой это делают и раздают мясо. Еще, что интересно, овца рожает 1 раз в год. Максимум 2, но это редкость, да. И больше всего в Азербайджане употребляется баранины, больше всего приносится в жертву баран, но почему-то его количество с каждым годом все больше и больше. Для полной картины религиозной терпимости не хватает еще 2 пазлов. Пазл первый – это иудаизм. В Азербайджане есть место, которое называют Кавказским Иерусалимом. Это поселок Красная Слобода возле города Губа. Уже около 2000 лет здесь компактно проживают горские евреи. Но самое примечательное, что за последние годы из захолустной периферии Слобода превратилась в витрину самых роскошных дворцов. Левша? Пазл второй – это, конечно, зороастризм. Эта древнейшая монотеистическая религия впервые поставила человека перед выбором между добром и злом, между тьмой и светом. Самой священной стихией для зороастрийцев был огонь. И именно благодаря этой стихии Азербайджан стал Меккой для огнепоклонников. Все караваны, проходя отсюда, они слышали, в основном это были богатые купцы, они слышали, что здесь есть такое место, приходили сюда, они видели его величество, как здесь горит огонь, не потухая, долгие годы. Эти огни горели во многих местах Абшерона,
А также даже древние гунны, гунские источники говорят, что были такие большие столбы огня, которые служили маяками, когда гунны переплывали Каспийское море. Это была особая энергетическая земля, которую считали священной. Особенность бакинской нефти в том, что она очень близко располагалась к поверхности Земли. И сопутствующие нефтяным месторождениям газовые подушки, а где нефть всегда есть и газ, вот эти струи газа вырывались на поверхность Земли, и во многих местах Абшеронский полуостров просто земля пылала под ногами. Поэтому есть такое, значит, название нашей страны, как «Страна огней». Хотя поначалу зороастризм имел много проповедников, мировой религией он так и не стал. Сегодня это одно из самых закрытых и таинственных вероучений. Зороастрийцам практически невозможно стать, поэтому их общая численность не превышает 300 тысяч человек. А обрывочные сведения о жизни внутри касты напоминают легенды вокруг масонского ордена. Над ними стоит самый богатый зороастриец. Он за последние несколько, 10-12 лет потратил больше 10 миллиардов. Он потратил на нужды этих самых зороастрийцев. И они учатся в лучших университетах, лечатся в лучших клиниках. И очень сложно войти в их среду. То есть сказать, что я принял зороастризм, и я стал тоже одним из вас, очень сложно. Для этого нужно иметь также родословную. Несмотря на то, что сюда приезжают огнепоклонники со всего мира, в самом Азербайджане зороастризм практически не представлен. По последним данным, к этой религии себя причисляют меньше 1000 человек, что не идет ни в какое сравнение с Индией, Ираном или США. Тем не менее, многие зороастрийские обычаи перекочевали в ислам и сегодня воспринимаются как сугубо мусульманские традиции. Например, ежедневная пятикратная молитва или национальный праздник прихода весны Навруз-Байрам. До 21 марта 4 вторника считаются святыми, и каждый из них приурачивается к определенной стихии. 4 главные стихии – огонь, вода, воздух, земля – считаются святыми у зороастрийцев. С каждым годом что-то новое придумывают, да? Но главные элементы, они остаются. Зажигаются свечи. Свечей должно быть ровно столько, сколько человек живет в этом доме. То есть на каждую душу одна свеча. Ходим к могилам усопших наших, навещаем старших. Раньше это было еще больше выражено, то есть очень красочно все это. Сейчас некоторые моменты как-то стираются, но в принципе все равно эта культура остается. И азербайджанцы отмечают Навруз-Байрам, 21 марта, как самый яркий, самый главный праздник. Не чувствуешь странный запах какой-то? Нет? Запах? Странный. Нет. А я чувствую запах истории за 2 минуты. Начнем с конца, а точнее с конца 19 века, когда в Российской империи входит в обиход шутливая фраза «История медян темна и непонятна». Ей иллюстрирует любой бессодержательный рассказ. Так вот, чтобы история Азербайджана не была для нас темна и непонятна, нужно рассказать историю медян. На рубеже 2 и 1 тысячелетия до нашей эры в сердце Иранского Нагорья возникает государство Мидия, с центром возле современного города Хамадан, ираноязычными племенами в основе этноса и крепостью в виде огромной Мидии. Ладно, подловил вас про Мидию, согласитесь. Живут медяне по-античному стандартно, занимаются сельским хозяйством, поклоняются зороастрийскому богу Ахура-Мазде, защищаются от набегов соседних племен из Ассирии и Урарту и в 7 веке вырастают в крупную Медийскую империю, которая, впрочем, всего через 100 лет падет под натиском Ахеменидской империи и станет ее сатрапией, то есть провинцией. Совсем скоро падут и ахемениды в сражении при Гавгамелах с Александром Македонским. Один из ахеменидских сатрапов, Атропат, перейдя под власть Македонского, основывает в Северной Мидии свое царство. Популярная версия гласит, что ряд фонетических искажений Атропатена, Атропатакан, Атурпатакан превратили царство Атропата в Азербайджан. На рубеже тысячелетий Атропатену поглощает Парфянское царство. Местные племена сначала воюют на стороне Парфии против римлян, а затем наоборот. Чуть севернее в это время развивается Кавказская Албания, историю которой вы уже знаете, и которая, кстати, тоже воевала против римлян, сначала сама, а затем под знаменем династии Сасанидов или Второй Персидской империи. Затем все по классике. Арабский халифат и исламизация,
опустошительные нашествия тюрков-сельджуков, после которых арабы показались лапочками, монголы, после которых лапочками показались сельджуки, и, наконец, в 15 веке местные земли одолевает тотальная тюркизация, главным образом под влиянием государств Кара-Коинлу и Ак-Коинлу. Именно в это время формируется азербайджанский язык и азербайджанский этнос. Затем крупнейшие азербайджанские города завоевывает Исмаил I, основатель династии сефевидов и один из первых классиков азербайджанской литературы, а.к.а. Исмаил Хатаи. Шах Исмаил был настолько крут, что современники его боготворили, и если бы в 16 веке существовали Яндекс.Карты, то у государства сефевидов был бы самый высокий рейтинг. Вскоре за господство в Закавказье с сефевидами схлестнутся еще две империи – османская и российская. Последняя, начав кампанию неудачно, в начале 19 века последовательно завоюет многочисленные азербайджанские ханства, а азербайджанцев наречет кавказскими татарами. А дальше нужно опять перескочить в конец. Сегодня Азербайджан – одна из самых развитых, если не самая развитая республика на постсоветском пространстве. Думаю, вы уже поняли, что главная причина этого кроется в такой вот темно-бурой жидкости. Начинается на «Н», заканчивается на мягкий знак. Там еще и «Е», «Ф», «Т» посередине. Мы находимся сейчас с вами на территории бывших месторождений нефтяных бибиебатских. Ну, кое-что еще можно здесь видеть, как говорится, остатки былой роскоши. И сейчас можем наблюдать первую в истории человечества вышку. Граф Воронцов, это кавказский наместник, в 1848 году подписал официальный документ, что первая нефтяная вышка в мире возникла в Баку. А полковник Дрейк пробурил свою нефтяную вышку через 13 лет. Так что разница себе вполне приличная. А до этого момента нефть добывалась самым примитивным образом. Ну, типа колодец рыли. Даже была такая специальность нефтяная, как черпальщик нефти. Не нужно было что-то бурить, слишком глубоко копать. И делалась яма типа колодец, и там просто сочилась нефть. И рабочие черпали ее бурдюками. На протяжении следующих 150 лет из недр Абшеронского полуострова извлекут около 3 миллиардов тонн нефти. 90% нефти Российской империи будет добываться именно здесь. Азербайджан станет крупнейшим поставщиком черного золота на международном рынке вплоть до середины 20 века. Недаром сэр Уинстон Черчилль обронит крылатое: «Если нефть королева, то Баку и ее трон». Баку обеспечит бензином и смазочными материалами победу во Второй мировой войне, а затем впервые в мире начнет добывать нефть на море. Но все это будет потом. А в середине 19 века ни о какой нефтяной лихорадке не может быть и речи. Прежде всего потому, что непонятно, зачем нужна нефть. Чтобы прийти к этому, потребуется не одно десятилетие и много рискованных джентльменов. Кстати, большая часть этих джентльменов – люди приезжие. Например, купцы Петр Губонин и Василий Кокарев, впервые в мире учредившие акционерное нефтяное общество. Или Дмитрий Менделеев, работавший в Баку консультантом по хранению и перегонке черного золота. Но наибольший прорыв в индустрии связан с фамилией Нобелей, которые вообще попали сюда случайно. Получили они крупный заказ от российской короны на изготовление большой партии винтовок, ну типа берданок. А материалы для прикладов они покупали в Германии, ореховое дерево. Это была довольно большая статья расходов. И кто-то им шепнул, что вот от Баку на расстоянии 250 километров к югу в сторону границы с Ираном, в тех реликтовых лесах произрастает необычное дерево, которое по своим прочностным характеристикам приближается чуть ли не к прочности металла. Так называемое железное дерево, или мы его называем Демир-агач. Первый сюда приехал Роберт Нобель, их было 3 брата, но что-то там у них с этим деревом не срослось, уж не знаю по каким причинам. Он решил на обратном пути чисто из любопытства посетить Баку. Приехав в Баку, он видит, что здесь происходит довольно активная такая возня вокруг странной жижи со странным названием нафта. И вот, видимо, его талант предпринимателя ему подсказал, что за этим будущее. И он, долго не думая, приобретает участки. За следующие 30 лет небольшая концессия превратится в настоящую империю. К 1901 году в Баку будет производиться 50% мировой нефти. Мир впервые увидит нефтепровод, железные резервуары для хранения нефти, нефтеналивной танкер «Зороастр», а цены на керосин снизятся в 5 раз.
Отличие Российской империи от Советского Союза было именно в том, что Российская империя умела работать с элитами, и она как бы давала им льготы. Именно поэтому здесь появилось очень много богатых нефтемагнатов, которые впоследствии начали вкладывать, и Российская империя это только поощряла. Каждый из нас мог тогда заняться нефтяным бизнесом, попытать счастья. И вы, и я, и кто угодно еще. Ну, например, вот вам нравится вот этот участок, у вас есть подозрение, что здесь есть нефть. Вы обращаетесь к местным властям. Разговор идет о второй половине 19 и начале 20 века. Вы обращаетесь к властям, они говорят: окей, пожалуйста, аренда этого куска стоит энное количество рублей. Вы платите аренду и ищете. Нашли — вы богатый человек, не нашли — вы разорен. Так что все по-честному. Бакинская нефть – это не только скважины и небоскребы в виде языков пламени. Отражение нефтяного бума можно наблюдать практически во всем, что тебя окружает. Например, вот этот национальный стадион обошелся в 710 миллионов евро. А за право принять у себя Гран-при Европы по Формуле-1 в 2016 году Баку заплатил около 40 миллионов долларов. И почти столько же ушло на постройку трассы Баку-Сити Circuit. Впрочем, несмотря на богатое прошлое, перспектива Азербайджана на нефтяном рынке весьма туманна. Став первопроходцем и рекордсменом в 19 и 20 веке, в 21-м страна уступила позиции и России, и США, и Саудовской Аравии, и сегодня не входит даже в первую двадцатку, что не отменяет исторических заслуг Баку. Косвенная причиной того, что мы имеем сейчас возможность наблюдать китов в природе, это тоже бакинская нефть. Ведь тогда для освещения использовался китовый жир. Там, по-моему, 1 галлон стоил $17. По тем временам это приличная сумма была, если брать середину 19 века. А когда начали добывать нефть в Баку, то цена упала в несколько раз. $0,4-0,7 стоил 1 галлон керосина. Экологический вклад нефти – это не только сохранение китов. В Азербайджане есть целый город, в котором нефтью не калечат, а наоборот, лечат. В Нафталане очень любят китайцев. Такой вывод можно сделать, если посмотреть на эту вывеску. Но на самом деле мы приехали в Чинар-отель. Это один из лучших лечебных санаториев СНГ. Чинар-отель – мекка для желающих вылечить болезни опорно-двигательного аппарата, кожи и даже нервной системы. Лечат их, не поверите, купаясь в нефти. Я тоже представлял себе это не так, как на этом кадре. На деле же тебя на 10 минут погружают в желтоватую и невероятно скользкую ванну, затем соскребают нефть обувной ложкой, вытирают бумажными салфетками, а потом ты еще 2 дня отмываешься от маслянистой целебной жижи. Имя этой жижи – нафталан. Это совершенно другая нефть. Вот здесь нет таких летучих веществ. Это бензин, керосин, глиграйн, они здесь полностью отсутствуют. Это сильно смолистое, беспарафиновое, такое малосернистое соединение. И здесь очень много нафтеновых углеводородов. И по своему химическому составу они очень схожи с нашими природными ферментами, с нашими природными гормонами, поэтому она так легко входит в контакт с человеческим организмом. То есть машину заправлять ей нельзя, да? Абсолютно нельзя. Она не горит, она кипит при 220 градусах Цельсия. А тут эту нефть только подожжешь, она вспыхивает фонтаном. Эта нефть не горит. Своей популярностью нафталан также обязан иностранцу, немецкому инженеру-химику Эйгеру, который приехал в Баку вслед за братьями Нобель. Но там уже все было распределено, ничего не осталось. Ему сказали про эту нефть, и он пришел сюда. Но так как он был химиком, пришел, посмотрел, увидел, как действует эта нефть, и открыл здесь маленький заводик. И ванны. У него был очень хороший маркетинг, между прочим. Значит, он сделал крема, он сделал, в общем, мази. И это крема, мази распространялись по всей Европе. Во время Первой русско-японской войны в ранцах японских солдат находили тюбики с нафталановой нефтью. То есть им было предписано, что любая рана тут же нафталаном покрываете. Во-первых, это предохраняет от попадания вторичной инфекции, и во-вторых, способствует заживлению.
Приезжать сюда меньше, чем на 2 недели не стоит. Во-первых, для ощутимого результата нужно принять не менее 10 ванн, а во-вторых, в этом санатории и правда хочется остаться подольше. Шикарная кухня, библиотека, фитнес-зал и даже шахматный клуб. А главное, почти незамедлительное улучшение здоровья. Нафталан вполне мог бы поучаствовать в конкурсе на самый интересный музей. Вот вы когда-нибудь видели музей костылей? А в Нафталане он есть. Местные пациенты оставляют здесь свои костыли, которые им больше не нужны. Чем не лучшее доказательство целебности этих мест? У нас приехала Рейгана Ханум из Екатеринбурга. Она приехала, она еле волочила ноги, зашла ко мне. Вот, я приехала, обязательно меня вылечите. Я говорю, ну, нужно время. Женщина в возрасте, за 50. Я говорю, просто нужно время, наберитесь терпения, мы будем вас лечить. Прошло 2 недели, она приходит ко мне, вот, вы меня обманули, ничего у меня хорошего нет, я все приняла, столько денег я сюда вложила. Я говорю, вы поедете домой, вам через месяц, через 1,5 станет легче, не волнуйтесь. Она сюда такая уходила, в общем, разругалась, дрызг ушла. Ну, осадок, конечно, остается, да, тяжело. Проходит где-то 6 месяцев. Значит, открывается дверь, она входит легкой такой походкой. Вы меня узнали? Я говорю, узнал. Вот видите, я уже танцую. Я говорю, ну очень приятно. Я, говорит, пришла извиниться, я, говорит, приехала на повторное лечение, я пришла извиниться за тот случай, потому что, говорит, действительно, говорит, через 1,5-2 месяца я уже, говорит, не ходила, я уже летала. Бакинцы часто отдыхают? Конечно, да. Вот видишь, сколько народу. Вот я смотрю, русских очень много здесь. И всякие там, не только русские, наши, и там с другой республики тоже приезжают. Дайте какое-нибудь напутствие всем туристам, которые в Азербайджан. Я хочу, чтобы кто нас слышит, видит там, да, чтобы скорее приехали сюда, отдыхали там, да. Такое место в мире второй нет, я думаю. Так что желаю всем хорошего отдыха. Подтверждаю. Да, спасибо. Спасибо. Хорошо, что у вас есть. Спасибо. Благодарен за все. Спасибо большое. Пахнешь нефтью. Так это же прекрасно. И казалось бы, да, наоборот, хочется придвинуться к тебе поближе. Да. Но нет. Серьезно? Сколько там еще 2 дня ты будешь пахнуть нефтью, да? То есть тебя нефтяные мужики не привлекают? Видать, нет. Давай пару дней подождем. Давай подождем. Уважаемые девушки, если вас привлекает запах нефти, напишите в комментариях свой номер телефона, Инстаграм. Но знаете, и строгие ли у вас родители? Но знаете, что мужчина, который вылез из нефти, попахивает знатно. Думаю, вы уже поняли, что мы приехали на одну из самых страшных достопримечательностей Азербайджана. Это так называемый Кровавый мост. Название свое он получил, потому что в этих землях в середине 19 века братья Сименс добывали руду. И возили эту руду, построили здесь железнодорожную ветку. И по одной из версий, поезд с рабочими упал с рельсов прямо с этого моста и провалился в ущелье. И с тех пор мост получил такое название. Говорят, что когда ходишь по этому мосту пешком, появляется такое ощущение мягкости. Якобы это потому, что в качестве дополнительной подушки под вот этим щебнем находится солома. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но что я могу точно сказать, что здесь невероятно страшно. Поэтому я пойду. Чё, как? Это я не спрашиваю вас, как дела. Это я произношу название главного в Гянже хамама. Чё, как? Гянджа – второй по величине город Азербайджана, пусть и небольшой, здесь всего 300 с лишним тысяч жителей. До Тбилиси отсюда ближе, чем до Баку, но именно здесь родился великий поэт Низами Гянджеви. Именно здесь была провозглашена Первая Азербайджанская республика. И если вы хотите почувствовать квинтэссенцию Азербайджана, то вам обязательно нужно заехать в Гянджу. Правда, сразу оговорюсь, что своей этимологии, а с персидского «ганзак» означает «сокровище», город, соответствует не очень, прямо скажем.
За исключением пары богатых кварталов вокруг филармонии, Генджа – это несколько огромных книжек персидского поэта Низами и его мавзолей прямо на шоссе, к которому мы так и не поняли, как подъехать, пустынные улицы, на которых изредка дерутся цыгане, хаотичное дорожное движение, глядя на которое хочется развести руками, и, конечно, уникальная архитектура. Вот идешь ты по центральной улице Гянджи, например, восхищаешься прекрасной архитектурой, французскими балконами, а потом смотришь, и кое-что намекает тебе, что надо свернуть во двор. Заходишь во двор, и тут буйство самостроя. Вообще, если бы меня спросили, какой главный символ Азербайджана, я бы, наверное, наряду с чаем назвал бы самострой. Местным жителям совершенно все равно, что нужно какое-то разрешение от властей получать. Им совершенно все равно, что все это держится на балках и честном слове. Вот захотел себе азербайджанец построить квартиру побольше, взял и сделал, а вы отмазки ищете. Под стать архитектурным странностям главная достопримечательность Генджи – это бутылочный дом. Его построил Ибрагим Джафаров в 60-е годы в память о своем брате Юсифе, не вернувшемся с войны. Почему говорю не вернувшемся? Потому что официально Юсиф так и остался пропавшим без вести. И тогда, затасковав по брату, с которым они были очень близки, Ибрагим из черноморского камня и из бутылок, из стекла строит вот такой вот самобытный дом. Рассказывают, что Джафаров надеялся, что там на чужбине Юсиф прочитает репортаж о Генже, о том, что здесь появился такой интересный дом, который строит его брат, и вернется сюда, в Генджу. Этого так и не произошло, но тем не менее дом вошел во все путеводители по Генже, и это главная достопримечательность города сегодня. Значит, мы приехали в Генджу, остановились в премиум отеле Генджа. Уже собрались опочивать, как вы видите по моему наряду. И тут стучатся в дверь. И мы обнаружили закономерность примерно на 6-й день пребывания в Азербайджане. Каждый раз, когда мы отдыхаем в отеле, нам приносят фруктовую тарелку. Мы не разгадали этот секрет, мы не поняли, почему же нам ее приносят. То ли потому, что мы блогеры, то ли потому, что мы просто хорошие ребята. Но так или иначе она есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого-то была такая вообще ситуация, или это просто какая-то азербайджанская фортуна нам благоволит. Вот. Но мы счастливы, и есть еще закономерность, что эта тарелка каждый раз увеличивается и превращается потихоньку во фруктовый сад. В Ленкоране, куда мы едем, говорят, очень вкусный чай, которого нигде нет. И говорят, там очень вкусная алыча. Вот такая штука. И купили мы ее сейчас у местных торговцев, эту алычу, и они мне говорят, 4 маната. А я им говорю, не-не, ребят, меня не проведешь. Да, алы, бахалы. Да? Ты уже научилась, да, уже с местным произношением? И вот 3 маната. 3 маната. Дорого. Но времени торговаться не было. 150 рублей за одну алычу. Тебя развели, по-моему. Ну что, давай пробовать. Давай пробуем. Она какая вообще? Кислая, соленая? Я даже не знаю. В моем понимании алыча это вообще слива желтая, разве нет? Нам рассказали интересный факт, что если в России беременные женщины просят манго, там что еще, варенье, соленый арбуз, соленые огурцы, то беременные женщины в Азербайджане просят алычу. Посмотрим, беременна ты или нет. Видимо, нет. Че, кислота? Короче, вот была я маленькая, у меня на даче щавель рос. Я бегала и щавель это торговала и ела, и так мне нравилось. Но, видимо, я уже не маленькая. Не маленькая. Ну да, я попробую тоже. Это прям как яблоко из детства. Знаешь, кислые яблоки бывали, на даче росли.
кислое яблоко. Щавель яблоко, да. Да, там, кстати, косточка есть. Ой, она еще горчее в 4 раза. Косточка? Поехали возвращать деньги. Сейчас будет небольшой разрыв шаблона. Вот вы знаете, сколько лет русскому самовару? Немного больше 300. А знаете, сколько лет азербайджанскому самовару? Больше 3500. Ну, не этому конкретно, а древнейшему самовару на земле, который был найден на территории Азербайджана возле города Шики. Так что какая уж там Тула, соберетесь в Азербайджан, точно со своим самоваром не надо ехать. Скажу честно, Ленкорань, как и Гинджа, не блещет достопримечательностями. Да, самоваров здесь завались, и самоварный чай делают почти в каждом кафе. Недаром город считается столицей азерчая. Да, вы можете посмотреть на любопытную кирпичную мечеть или на полуживую тюремную башню, в которой, кстати, когда-то даже Сталин сидел за ограбление банка. Нас же больше всего интересовали не здания, а представители интересного ираноязычного народа, которые в них живут. Мы настоящие талыши, мы талыши. Вокруг света написано было, в мире самый красивый язык, группа написана. Первое место занимает французский, персидский и дари, афганский язык. Почему? Потому что И, Г, Ж буквы там, французы это, видишь, бонжур, мадемуазель, видишь, у них язык красивый. Потом это в черточке написано было, что туда относится талышский, татский. Папа, мама говорили, я знаю этот язык, каждое слово знаю. Когда говорю, это мне немножко трудновато, но стихи могу сказать на талышский. Хоть что-нибудь на талышском скажите. Авчичи карда тыр-тыр, бакалхозома трактор, авдачичи кокарда, истакан натхарда. Сейчас перевожу на русском. Овчица карда тыр-тыр. А это что такое делать тыр-тыр? Звучение, да. Овчица карда тыр-тыр, по колхозу трактор. Колхозу поступили трактор. А в дочичи кокарда, он чем работает? И стакан натарда. Он чем работает? Один стакан, говорит, нефть жрет. Такое создание. Талыши очень расслабленные и дружелюбные ребята. Даже таможенник, запретивший нам снимать рыболовный промысел на побережье, позволил все-таки сделать несколько кадров. А Тофик рассказал, что 1000 гостей на талышской свадьбе – обычное дело. Мы, знаешь, не приглашаем, как вы. Пошли, это Аня, Таня или Иван, Андрей, приходи. Мы говорим одному, он 10 человек с собой берет и идет. На моего брата свадьба 1045 человек по списку было. 1045 человек. Все кормили. У нас все пьют, все кайфуют. Но никого голова не болит, как у русских. У меня голова болит, это у меня там тошнит, или же у нас такого нет. Запоя нет, вытрезвителя нет, пьяного здесь не увидишь. Народ такой добрый. Со всем народом мы очень хорошо относимся. Умиротворяющий талышский вайб отлично дополняет главная кавказская игра – нарды. Нарды пришли сюда из Персии и настолько проникли в местную культуру, что сегодня чемпионат Азербайджана считается одним из самых престижных. И, разумеется, нарды, как и Восток, дело тонкое. 15 черные – это называется ночь. 15 белые – это день, солнце. Потом это получается 24 ящика, 24 часа. Видишь? Потом это, потом это вот зар называется. Вот мы кидаем, каждая его штука, которая у вас цифры показывает, а здесь значение есть, допустим. Мы говорим ек, это Бог. Нету второго человека, понимаешь, это ек, это один. Если... А так это, понимаешь, это как будто вот это, как сказать, прогноз погоды. Бывает ветер, бывает землетрясение, все вот это в этом происходит. Если везет тебя, получается обычный день. Не везет, получается что-то необычное.
Наша поездка в Ленкорань, кстати, стала подтверждением тому, что везение и невезение – понятия относительные. Подъезжая к городу, мы угодили в такой шторм, что казалось, наш Малибу вместе с нами размажет по дороге и придется вызывать аварийную службу. Но ураган быстро стих, и тот закат, который мы увидели, поверьте, он стоил нескольких ураганов. Расскажи свои эмоции, Саша. Ты как пережила это сейчас? Это самое, наверное, невероятное, что я видел в жизни. Я вот честно сейчас говорю. Это ты как будто в преисподнюю заехал и выехал через 10 минут из преисподней и выехал в рассвет. Потому что после такой тьмы вот это не выглядит как закат, хотя это закат. Но сейчас это выглядит как рассвет. Я не знаю. До чего-то нам это дано, наверное, да? До чего? Может быть, чтобы больше не говорить бахалы? Да. Самая романтичная, пожалуй, азербайджанская история, которую нужно рассказать именно у этого здания, это дом Мирахмат хана в Ленкоране, наследника талышских ханов, не имеющих, впрочем, реальной власти на этих землях после прихода Российской империи. Построил его Мирахмат хан в 1913 году для своей супруги Туграханум, которая уже тогда, представьте, в начале 20 века победила на конкурсе красоты в Тифлисе и официально стала первой красавицей Закавказья. Дом вполне соответствует красоте Туграханум. Самый высокий особняк города на тот момент, настоящий восточный модерн, возведенный из традиционного белого камня и не менее традиционного красного кирпича. Говорят, кстати, что при постройке этого дома был использован впервые электрический прибор, при помощи которого вода из колодца закачивалась в чан. А вот эти вот разноцветные витражи сделаны не случайно, а для того, чтобы красавица-жена могла гулять. С улицы ее не было видно, но внутри она могла спокойно ходить и наблюдать за всем происходящим на улице. Настоящая романтика случается только в сказках. В 1916 году Мирахмет хан скончался во Франции, а после революции его вдову выселяет отсюда советская власть, долгое время преследует, ей приходится уехать в Баку, работать даже уборщицей, и, к сожалению, первая красавица Закавказья так и не смогла вернуться в Ленкорань. Пришло время поговорить о главном городе Азербайджана. Городе, здания которого признаются самыми красивыми в мире. Городе, по центру которого каждый апрель можно ездить со скоростью 340 км в час. Городе, который достоин отдельного рассказа, и этот рассказ обязательно появится позже на канале. А в этом фильме вы увидите нетипичный Баку. Что сказать о Баку? Ну, если вы спросите местных о том, что же это за город, версии, скорее всего, будут сильно различаться. Баку – это Париж. Баку – это Сидней. Баку – это Дубай. Я, правда, не понимаю прикола сравнивать все города, в которых есть небоскребы, с Дубаем, но ладно. Хозяин, барин. Баку – это Монте-Карло. Ну, конкретно в апреле, потому что весь центр перекрыли из-за Формулы-1. Но вам никогда не скажут, что Баку – это фавелы. И что бы вы думали? Мы пришли именно сюда. Нам сказали сюда не ходить ни в коем случае. Нам сказали, что вот за этими решетками живут люди, которые нас ограбят, отберут у нас камеру, убьют нас. Но мы делаем это уже минуту. Мы ходим по Кубинке. Кубинка – это не кубинская женщина, как вы могли бы подумать. Кубинка – это район в центре Баку, в который еще до революции приезжали торговать купцы из города Куба. Это на севере Азербайджана город, именно поэтому он называется Кубинка. И здесь можно было купить совершенно все. Была такая присказка. Если не знаешь, где купить что-то, где что-то найти, езжай на Кубинку. Прекрасные двери. Чешское пиво. Было? Было. Биткоины, наверное, не было. Нефтяные вышки даже продавались, по словам некоторых жителей, но мне кажется, что это преувеличение.
потрясающий холодильник, который вы видите. Вот, друзья, посмотрите, ЗИС, Москва. Посмотрите на эти открытые двери. Друзья, где вы увидите открытые двери? В Курьяново вы увидите открытые двери? В Химках увидите? Я сомневаюсь. Поэтому, знаете, вот когда говорят про страшные районы, вот мне просто хочется сказать, вы посмотрите, двери открыты, дети играют. В 90-е годы, вы знаете, я даже там некоторое время работал, тогда только началось кооперативное движение и чувствовал себя абсолютно безопасным. Ничего не могу сказать про опасности Кубинки. Да, но другое дело, может быть, шла какая-то про него криминальная слава, то, что там можно приобрести какие-то запрещенные какие-то товары. Но в основном туда ходили бакинцы с желанием приодеться. Это были времена тотального дефицита, и очень сложно было найти какую-то приличную одежду. Вот ходили на Кубинку купить какой-нибудь финский плащ или какой-нибудь, может быть, кремпленовый костюм, которые в то время были очень модны. Правда, денег это стоило немерено, но бакинцы очень любят одеваться. Что сейчас происходит с Кубинкой? Происходит сейчас нечто ужасное, друзья, потому что этот район на грани исчезновения. Реновация. Реновация приходит в Баку. Сабян Заде, так зовут мэра Баку, он решил, что почему бы нам не уподобиться Москве окончательно. Раз мы пьем смузи в кафе Бамонт, в кафе Хард Рок, зачем нам Кубинка? Проблемный район в центре города, в котором невозможно жить, в котором старье коммуникаций, в котором люди просто бедствуют, можно сказать, да еще и туристы боятся туда ходить. Жителям местным предлагают 1500 манат за квадратный метр. За эти деньги вы даже на окраине Баку, скорее всего, не поселитесь. Поэтому, конечно, местные жители пытаются отстоять это место. Они не хотят соглашаться на 1500 манат, что справедливо. Но, тем не менее, город наступает мегаполис. Ну, у людей, люди всегда недовольны. Все хотят в этот момент как-то баснословно разбогатеть, и начинаются торги. Торговаться, вы знаете, в Азербайджане любят. Да, он хочет резко улучшить свое материальное положение, поэтому говорит, нет, это меня не устраивает, как-то сопротивляется, брыкается, чтобы с ним проводили какую-то индивидуальную работу. Ну, кому-то, может быть, удается и еще себе дополнительный какой-то бонус получить на всем этом деле. Но сейчас в Баку активно все строится, и, как правило, договариваются люди. Баку стремительно прощается с трущобами и промзонами и делает это довольно изящно. Один из самых ярких современных микрорайонов – Белый город, который чаще всего сравнивают с парижскими кварталами. Но всего пару десятилетий назад эта местность имела совсем другую славу. Сейчас-то она называется White City, Белый город, а до этого называл Черный город, Black City. Почему очень часто в Баку происходили пожары на нефтяных промыслах? Потому что все это было сделано из дерева, оно все было пропитано нефтью. И рабочие часто грелись у костров или курили, устраивали перекуры. И вот какая-нибудь случайная искра, и сильные пожары довольно часто случались. И вот от этой копоти все было черным. И дома, и улицы, и деревья, да и люди какие-то были там черного цвета. Поэтому и пренебрежительно так называли ту часть Баку «Черный город». Я помню, я когда был студентом, у меня всегда в кармане была салфетка, потому что пока ты дойдешь до института, где я учился, там, ты весь в пыли и в саже какой-то, ну, по понятным причинам. И хотелось нравиться девушкам, выглядеть опрятно, и я всегда отряхнусь перед входом, обувь свою приведу в порядок. А сейчас никаких салфеток не нужно, посмотрите, какая чистота. Вот все, что вы сейчас видите, зеленые насаждения эти замечательные, это все плоды человеческого труда. Давно пора бы поставить памятник нашим озеленителям, садовникам и тем людям, которые следят за чистотой Баку. Если не считать бесчисленных заборов, установленных к Формуле-1, Баку – идеальный город для прогулок. Однако самым интересным местом для нас, пожалуй, оказались не улицы, а маленькая мастерская в старом городе. Все видят здесь слива. Вот чаша Граля.
Это песочные часы. Это инь-янь, бута. Видите? Я по телевизору видел, как ты. Вот чаша, это женская талия так выглядит. За рождение человека дается ангел-хранитель. Хочет он этого, не хочет, у него тоже работа. Это женские руки, которые дают 7-миллиардное население. Глаза холст масла. Внутри я подписался, чтобы никто не говорил, что это китайское. Если вот так руку держать, это волчара, низок. Сбоку тигр так леп. Но если ее перевернуть, это инопланетянин. Здесь очень много. И над этим львом, видите эту кошку, если издалека взять, это кошара. Это его передние лапы, это вторые, а это хвост. Али Шамси – художник и в прямом, и в переносном смысле. Его рассказы о своих работах можно слушать бесконечно, и с первой секунды нашей встречи стало понятно, что искусство у этого человека глубоко внутри. Всю жизнь, с 6 лет. Правда, на камнях все время царапал, понимаешь, да, там мусульманский свет, царапал обнаженных женщин. Всегда попадалось за это. И до сих пор уже на холсте царапаю. Вот я счастлив, что у меня был такой отец, который запрещал и в то же время где-то дверь приоткрывал. Никогда не дайте свою тайну раскрыть. Видите, откусили гранатину, уже неинтересно. Видите, она вся вливается. Это уже не тайна. Закрытый гранат – это тайна. Обычно мы, когда влюбляемся, разрешаем, чтобы там взяли, поцарапали. Вот это. Гранаты для меня – это тайна. Нельзя ничего выбрасывать. Вот этими красками где-то 30 лет. Я женат был на них 30 лет. И в один прекрасный день краска говорит: слушай, я уже устал от тебя, это моя палитра. И решили они отдельно жить. И здесь был премьер-министр Шотландии, он говорит: слушай, в тебе, кажется, шотландское что-то есть. У нас, говорит, в Шотландии, если художник начинает писать картины, он никогда не выбрасывает. Здесь, видите, и краски здесь отработаны, все. И он говорит, когда художника провожают последний путь, кто приходит его провожать, они вот так делят ее, режут по 5 миллиметров под стекло. Это древо художника, да? Там все есть. Когда я продал картину, когда я был влюблен, когда был период такой не очень хороший, все здесь есть. Каждый день к Али заходят сотни людей. Многие из них на минуту тоже становятся художниками. Стены мастерской открыты для самовыражения, и, судя по темпам, скоро придется искать новые поверхности. Из-за этого художникам нельзя большое пространство давать. Он обязательно заполнит все, что есть. Вы представляете, в этом маленьком оболочке сколько всего. А сколько в вас, ребята, вы даже не представляете. В каждой стране есть энергетический центр. Вот один из них, я так думаю, я хочу этого, не хочу, наверное, я должен эту миссию выполнять. И вам повезло, что за 60 лет впервые я одел пиджак. Это, представь, 60 лет босиком здесь. Какой красивый пиджак. Не, это мне недавно такой что-то. Не, подожди. Я даже сделал вызов, решил пойти на Эверест. До первой базы босиком в шортах добрался. Это был, да, период такой. А потом по джунгли лазил. И чтобы люди не нервничали, что вот мы болеем, а этот... Да, не болеет, да. И вот пришлось одеться, это все. И стал таким. На прощание Али предложил погадать на своих картинах. Я, разумеется, вытянул прекрасную женщину. Ой, молодец какой. У нас идеальный матч с тобой. Теперь понимаете? Ребята, всего смотрите. Да. Пожалуйста, смотрите. Где женщин? Больше нету женщин. Ну, это у меня тянет. Он любит женщин. Это меня тянет даже. Не, он любит искусство. У меня сидит, да, здесь. Всех мужчин, да, я понимаю. Мы любим копать, строить, создавать. Благодаря прекрасным дам мы сотворили 8 чудес мира. А так бы играли бы хоккей, футбол, понимаете. Это ничего не сделать. Приехали мы, значит, в отель «Шахдак». Заплатили за номер 9000 рублей. Это горнолыжный курорт. Не так уж и много по местным меркам. И все для того, чтобы Клеопатра исполнила свою давнюю мечту. Попить кофе на балконе красивого номера с видом на горы. И вот где-то там, в 100 метрах всего, находится наш отель. А вот здесь находятся горы. Чувствую себя немного виноватым.
Облачность в горах – штука частая, хоть и переменная. Но в финале поездки мы решили подняться еще выше, в гости к людям, которые живут над облаками. Недавно заасфальтированная дорога упрощает эту задачу, да и выглядит она не так опасно, как горные дороги Дагестана или Осетии. У Клеопатры, впрочем, другое мнение. А мне, кстати, не так страшно, потому что я за рулем еду. Да, мне очень страшно. Смотри, Зай. Я не хочу. Самый, наверное, сейчас сложный перевал будет, потом будет легче. Ну не бойся. Очень приятно, Саша. У вас такой загар. Первое, что бросается в глаза. А здесь облака не бывает. Здесь не бывает. Редко бывает. Хыналык уникален не только тем, что расположен на высоте больше 2000 метров. И не только тем, что топят печи здесь вот такими брикетами из навоза, которые заготавливают с помощью специальной формы. И не только тем, что крыша одного дома здесь часто является двором другого, а к соседям принято заходить через вот такие причудливые окошки. Местный народ не входит ни в одну языковую и этническую группу, а разбросанные по окрестным скалам пещеры говорят о том, что люди поселились здесь очень давно. Мне Азербайджан не лезет никакой отдельный мир. 5000 лет написана история из Хыналыга. Это название не Хыналык, это Кетч село. Надя Кеттит. Наша родина и наши также. У нас язык отдельный, весь мир такой языка нет. Ну, женский, мужской род отдельно. Все вообще совсем одно слово, 5 языков я сам знаю. Но одно слово не поймаю, другой язык, что так близкого нету. А можете что-нибудь сказать? Вот такая чулата серахи пшак андасу. Так анда пшак. Я говорю, когда сяду ужином? А скажи мне, когда время. Вот видишь, ничего он не знает. Дом Хаджибалы впору было бы назвать многофункциональным центром. Здесь можно и переночевать, и поужинать, но самое главное – перейти из комнаты в комнату и оказаться в самом интересном археологическом музее. Что это? Утка? А это что такое? Кто-то там. Смотри. Зубы? Это зубы. Чьи, простите? Бог знает, это зубы. Такое в Дарвинском музее, такое за стеклом лежит. Такое трогать нельзя у нас. Арабский. Это Бог знает, арабский. А вы понимаете здесь что-то, нет? Да. Ла илляха илляллах Мухаммадан Расулаллах написан там. Ага. Сура, да? И вы понимаете примерно какой это век? Сейчас скажу. Это почти... Подожди. Сейчас. Почти 500 лет, 500 лет назад. 500 лет назад? Да. Почти. Окаменелости, древние монеты, рукописи и мечи – все артефакты родом из Хыналыга. Часть наследия хранится неподалеку в отдельном здании. Ну, как хранится? Смотрителем музея является вот этот юноша. И у меня закралось подозрение, что в казаков-разбойников здесь играют не только самодельными мечами. А вы как это находите? Вот здесь, вот видите, эти деньги. Здесь дети около дома землю покопали. Да. Эти деньги мы оттуда нашли. Вот здесь под землей прям? Да, да. Нам нельзя об этом рассказывать, потому что сразу приедет еще больше туристов с металлоискателями. Здесь ничего нет больше, все вырыли. Нет. Вот видите, это серебро. А там женское ремень, серебро все это. А у вас нет металлоискателя? Нет. Нет? С ним, наверное, можно найти. Если было хорошего, здесь много вещей есть тогда. Дорогие друзья, если вы поедете в село Хыналык, вы знаете, что с собой взять в подарок. Металлоискатель. Я думаю, Хаджибала оценит по достоинству. Потом мне поймают, ты что, золото искать. Все, не надо. Отмена, не надо.
Чтобы понять, сколько разных культур и религий проходило через Ханылык, не обязательно идти в библиотеку. Достаточно зайти на многочисленные кладбища, площадь которых кратно превышает площадь деревни. Или посмотреть на сельскую мечеть. В ее кладке, помимо камней с арабской вязью, встречаются то ли руны, то ли еще более древние наскальные рисунки. Даже не знаю, смог ли их кто-нибудь расшифровать. Сначала верили воду, потом дерево, а потом солнце, луну, потом огню. А последний ислам принимал. Я читал эту Библию. Моисей, Иисус, Магомед, книгу я читаю, арабский алфавит знаю. Ну, 3 пророка верю. Сначала Богу и 3 пророку, их книжку и потом себе. Больше никого. Из всех периодов тяжелее всего Хаджибала отзывается о советском. Причины глубоко личные. Каторга. Здесь машин, дороги не было, света не было. Ну, 250 человек ушло в войну, они обратно не переехали. А здесь репрессия была сталинская. Одну ночь 20 человек здесь забрали, стреляли. А моя деда тоже. Вот он ученый был, богатый был. За это его стреляли. Несмотря на богатую и трудную историю, ханылыкцы показались мне очень добрыми и простодушными людьми. Хотя при всей простоте к семейному укладу, например, здесь относятся очень серьезно. У нас так, у нас один раз брак бывает и развод вообще нету. Если самое главное, это дети не умеют, тогда развод надо. У нас развод не делает. Просто жена сама уходит, одну, второй женщину привезет. И когда рожает, эти дети, заберет себе первую жена. Второй. И все, до конца месяца живет они. А у вас по любви браки или по договоренности? Нет, любви есть. Любви. Ну что, вы провели этот час в Азербайджане. Мы провели в Азербайджане 2 недели. Ну, конечно, и часа, и 2 недель, и даже года мало, чтобы по-настоящему проникнуться этой удивительной страной. И все эти 2 недели для нас получились очень насыщенными. Мы постоянно куда-то торопились, бежали, чтобы скорее все снять, чтобы все успеть, чтобы рассказать об этом вам. Но, знаете, наверное, самая точная фраза, которую я не раз слышал от местных, и которая очень хорошо описывает этот народ и эту страну: зачем торопиться, если впереди вечность? Поэтому поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, а я, как настоящий азербайджанец, пойду закажу себе чаю и поразмышляю о вечном. Например, о монтаже этого видео. Каждый раз, когда мы приезжаем в отель, нам... Я разрушил дерево. Я разрушил фруктовое дерево. Барашки. Маньячелло. Барашек! В эфире программа «Орел и Пешка». Соскучились? А я нет. Мне нравится, что здесь кусок пальца на линзе. Именно так работает программа «Орел и Пешка». Очень страшный мост. Рестораны, друзья мои. Рестораны. Это то, что любит Клеопатра. Рестораны и песни российской эстрады. Ни о чем не пожалею я. Че ты ржешь? Это надо видеть. Мы уже тут прониклись эстетикой биде. Ну, они повсюду здесь, такие шланги, нажимаешь их, и бумага не нужна. Понятно. А здесь, я думаю, ну, кран есть, да? А шланга-то нет. Ну, я сижу и думаю, что, откуда вода польется? А она лилась вот отсюда, вот. То есть это какое-то, ну, новшество, такое инноваторство. То есть ты сидишь, тебе не надо брать никакой шланг, ты просто включаешь, и все сделано, все готово. Я такой хочу домой. Легко порадовать эту женщину. Вот скажи мне, азербайджанец, в чем сила? В алыче.
Че Гевара, знаете, национальный герой Азербайджана? Это мы. Комната телевизора.